Здравствуйте, друзья! С вами Геоэнергетика Инфо, Максим Радайкин. И Борис Марцинкевич. Добрый день. Друзья, в прошлой передаче Борис рассказал о становлении «Газпрома» в Европе и краем зашел про первые два газопровода «Винтерсхал-Газпром», которые появились, в принципе, уже после становления «Газпрома» как такового. И давай сегодня поговорим про вопросы, как эта система уже потом развивалась, и причем тут вообще Польша. Ну да, на самом деле газопроводов, которыми управляет на день сегодняшний компания, регистрирующая регулярно новые совместные предприятия, Винтерсхал и Газпром, или если точнее Винтерсхал-Д, это тоже отдельная тема, почему не только Винтерсхал добывает газ в России, но теперь еще и Газпром начал добывать газ в Северном море, это тоже отдельная тема. Газопроводов, принадлежащих этим двум компаниям, совместным предприятиям, которые они регулярно регистрируют, значительно больше, чем два. И начало этому было положено практически сразу после того, как были построены первые два, о которых мы уже говорили, Стегл, Мидл. Для того, чтобы Винтерсхал полностью перестал зависеть от компании «Рургаз», был необходим новый магистральный газопровод, по которому бы приходил российский газ на территорию Германии, так чтобы Винтерсхалу уже не приходилось ходить на поклон компании «Рургаз». Давайте отдельно немножко коснемся компании «Рургаз» и ее биографии. После того, как была проиграна Das Duell der Газовикс, после того, как возник новый крупный игрок, которым стал компания «Винтерсхал», судьба у «Рургаза» была не очень простой. Сначала контроль над ним получил концерн ЕОН, который затем все газотранспортные проекты выделил в отдельную компанию, которую мы знаем под названием Юнипер. В прошлом году Еврокомиссия, после получения разрешения из России, как ни странно, от Федерального агентства по конкуренции, контрольный пакет перешел в руки финского концерна Фортум государственного. То есть вот что бывает, если поссориться одновременно не только с Дергазовиксом, который сидел в самой Германии, но еще и не дать возможности «Газпрому» получить хотя бы маломальский контроль над газовой компанией бывшей Германской Демократической Республики. Для того, чтобы построить новый магистральный газопровод, который приводил бы российский газ в Европу, надо было выбрать маршрут. Почему это было выгодно Винтерсхалу, я уже сказал. Почему это было выгодно «Газпрому», ну, совершенно очевидно. Два покупателя больше, чем один. Есть «Рургаз», который меняет название, то он там ЕОН, то он Юнипер, то еще как-то. Почему бы не вырастить нового серьезного компаньона, который тем более позволяет заниматься строительством магистральных газопроводов, а это дополнительные деньги, на территории Европы. И тогда было решено прокладывать новый магистральный газопровод по наименьшему маршруту. Так возник первый российский, или если точнее совместный российско-немецкий магистральный газопровод Ямал-Европа, не проходивший по территории Украины. Это было связано, может быть, какие-то политологи меня поправят, может быть, в это время уже начались какие-то интриги между Россией и Украиной, но на самом деле это по географическому признаку. Так, короче, Ямал-Европа проходит транзитом через территорию Белоруссии, через территорию Польши и приходит в Германию. Что касается Белоруссии, то с 2012 года контроль над магистральными газопроводами Белоруссии принадлежит «Газпрому», была соответствующая сделка. Что касается Польши, то в 1993 году было подписано межправительственное соглашение, на основании которого чуть позже было создано совместное предприятие «Европолгаз». Звучит хорошо, но это аббревиатура на самом деле. ЕУ – это Европа, РО – это Россия, так это звучит по-польски. По – это Поланд, газ – это газ, что характерно. Тут уже ничего расшифровывать не надо. Это совместное предприятие было создано и действует до сих пор, и по-прежнему является оператором участка Ямал-Европа в пределах государственных границ Польской Республики.
48% принадлежит государственной компании ПГНГ, или, если точнее, принадлежало до введения в действие третьего энергопакета. 48% принадлежит компании «Газпром», а 4% принадлежала аффилированной с ПГНГ польской компании «Газтрейдинг». Но надо отдать должное, в 1993 году, когда все это происходило, отношения России и Польши разительно отличались от тех, которые они сложились сейчас, я имею в виду в политике, так скажем. Поэтому в Совете директоров места распределены строго пропорционально. 50% польская страна, 50% российская страна. Может быть, благодаря тому, что невозможно надавить друг на друга, компания продолжает действовать и сейчас, хотя там изменился польский владелец, но не изменилась суть. Места в Совете директоров поделены строго пополам. Было решено, что инвестировать в строительство будет «Газпром». У Польши тогда финансовое положение было такое, какое было. Потом было решено, что Совет директоров решит, каков тариф за транзит, и из польской доли, соответственно, все инвестиции были компенсированы некоторым образом. Для Польши это был первый магистральный газопровод, не идущий через Украину, через Белоруссию. Белоруссия значительно более предсказуемое государство уже было и тогда, и таковым является сейчас, если не считать, ну как бы это назвать-то, темпераментом уважаемого Александра Григорьевича Лукашенко, который время от времени заставляет его совершать не очень понятные маневры. Но, тем не менее, поляков это вполне устраивало, тем более, что было понятно, что деньги за транзитные услуги рано или поздно будут поступать в государственный бюджет Польши. Это было выгодно, это было действительно грандиозное мероприятие. Газопровод длиной 680 километров, прошедший через территорию 4 воеводств, так, по-моему, это называется, через 4500 крестьянских хозяйств, то есть выкупались земли, все это как-то позволяло Польше быстрее вставать на ноги. Газопровод пересекает 100 шоссе со всеми соответствующими отсюда вытекающими сложностями, как их переходить. Пересекает около сотни рек, в том числе крупнейших на территории Польши: Нарев, Вислу, Одру. То есть это было большое, серьезное мероприятие. Мощность этого газопровода 29,3 миллиарда кубометров в год. На выходе с территории Польши, то есть там, где начинается с территории Германии, мощность 22 миллиарда кубометров. То есть, соответственно, одновременно с подписанием так называемого, ну, в Польше то и другое называют Ямальским контрактом, но хронологически сначала подписали договор о строительстве магистрального газопровода, и следующая составляющая – это контракт продолжительностью 25 лет о том, как Польша будет покупать российский газ. То, чем Польша была достаточно долго недовольна, но я думаю, что о том, что происходит на газовом рынке Польской Республики, надо вообще отдельную передачу делать. Там будет много улыбок, много непонятного происходит, слишком велико давление политиков, слишком много слов, слишком мало дел. Так, чтобы не отвлекаться, мы помним, что очень много Польша рассказывает о необходимости диверсификации поставщиков, о том, что нужно отбиться, сражаться от газовой зависимости от ужасной России, которая мечтает захватить несчастную Польшу и так далее, и так далее. Там много других слов. И есть проекты Baltic Pipe, по которому должен прийти в Польшу газ из норвежского сектора Северного моря транзитом через всю территорию Дании, и построен регистрационный терминал в Свиноуйсце, и много-много-много всего сказано, много же. А что касается дел, то если брать поставки в декабре 2020 года, то в январе 2021 года поставки в Польшу увеличились на 89,9%. Почему? Потому что холодно. И рассказы о том, как придет сжиженный природный газ из Америки, о том, как он придет откуда-то там из Норвегии и прочее, это хорошо, но не греет.
а греет все тот же российский газ. От мороза нет приема, если нет трубы «Газпрома». Что касается перипетий со строительством Ямал-Европы, то что в 1993 году российский концерн «Газпром» взял на себя инвестиции, ни к чему хорошему не привело. 90-е годы со всеми отсюда вытекающими газопровод Ямал-Европа был введен в эксплуатацию в 2006 году. То есть 10 лет ушло на строительство. Но это то, что касается сложностей, которые возникли у России и, соответственно, у Польши. Денег нет ни там, ни там. Очень хочется, но непонятно, как это сделать. Немецкая сторона, компания Wintershall, которая понимала, что если газопровод придет, то к его приему надо быть готовыми, проблем с финансированием не испытывала. По той причине, что такая материнская компания, как концерн BASF, наличие там каких-то дополнительных финансирований, я так понимаю, что разговор там выглядел коротко. Wintershall, тебе зачем эта труба нужна? BASF, у тебя газа будет больше. Бери, сколько надо. Так появились новые газопроводы, прежде всего Ягал, он начинается там, где заканчивается газопровод Ямал-Европа, то есть на границе с Польшей. Это Ямальский, Аген, не буду даже пытаться немецкие слова повторять, буду подсматривать, чтобы не перепутать километры и кубические метры. Ямал-Газ-Анбиндлхлайтунг от границы до стыка с газопроводом Стегал, о котором речь уже шла, 338 километров продолжительностью, 23,5 миллиарда кубометров газа в год транзитная мощность. Понятно, для чего он был нужен. Но поскольку по плану газа российского должно было стать больше, Wintershall принимает решение о том, что надо расширять сеть магистральных газопроводов, которая на тот момент уже имелась в виде Стегала и Миддала. Прежде всего было решено построить газопровод Ведал. Он стыкуется с Миддалом и уходит до границы с Бельгией. То есть в Бельгию, благодаря проекту Ямал-Европа, тоже стал поступать российский газ с минимумом посредников. Для того, чтобы «Газпром» был всем доволен, бельгийская страна на тот момент отдала 10% акций в интерконнекторе. В данном случае интерконнектор – это название магистрального газопровода с территории Бельгии до территории Великобритании. 10% нам тоже принадлежало, и в том, чтобы появились вот эти акции у «Газпрома», была заинтересована прежде всего, помимо самого «Газпрома», была заинтересована немецкая компания «Юнипер», потому что компания «Юнипер» на территории Великобритании принадлежат две газовые электростанции, небольшое подземное хранилище газа. Интересно было всем. Бельгия получила дополнительный объем газа. Юнипер получила возможность прокачивать газ, который она добывает где-то там на Ямале через всю Европу до Англии, и использовать для выработки киловатт-часов, которые продавала своим английским потребителям. Это уже было интересно. Кроме того, был подстыкован небольшой газоотвод, аббревиатура РМ, от Миддала до Штутгарта, это уже юг Германии, то есть Wintershall уже мог позволить себе получить новых потребителей в южных регионах. И третий газопровод, нет, на этом вроде бы все. На этом было вроде бы все. Единственное, что стоит отметить, что газопровод Миддал пересекается с газопроводом Мегал, там есть соответствующая перемычка. Мегал на тот момент принадлежал Рургазу и французской компании «Газ де Франс». И об этом стоит поговорить, потому что на этом строительство компаниями Wintershall и «Газпром» газопроводов по территории Германии и Европы не прекратилось, их сейчас еще больше. Вот такая конструкция возникла к 2006 году, то есть к тому моменту, когда был введен магистральный газопровод Ямал-Европа, Германия уже полностью готова была принять дополнительный газ, отдать его, часть его Бельгии, отдать часть его Англии. То есть в результате деятельности «Газпрома» на территории Европы
Европа стала сшиваться новыми стальными нитками газопроводов во что-то достаточно стройное, достаточно аккуратное до того момента, пока эра Гронингена плавно не перешла в эру третьего энергопакета со всеми ограничениями, которые наложены на все компании, занимающиеся поставками газа на территорию Европы. Я имею в виду не «Газпром», а такие компании, как «Винтерсхал», как «Юнипер», как «НЖ» и многие другие. Я думаю, что на сегодня достаточно. Если хотите, мы отдельно поговорим о польских газовых проектах. Уверяю, это точно не скучно, это занимательно, это удивительно и порой даже восхитительно. Попытки понять логику действий польского руководства достаточно сложно, но, по крайней мере, не скучно. Просто так отпустить невозможно, потому что нам уже насовали комментарии по поводу 1,5 миллиарда взысканий из «Газпрома» в пользу Польши. И вот тут вот нельзя просто обойти, либо хотя бы какую-то затравку. Это настолько ли прям потеря для «Газпрома», или все-таки «Газпром» здесь ничего не потерял? Ну, потерял здесь «Газпром» или нет, вопрос действительно философский. Во-первых, суд был выигран на основании того, что компания ПГНГ убедила европейский арбитраж в том, что «Газпром» поставлял газ по завышенной цене, в это время на спотовом рынке Европы были более высокие цены. Соответственно, вот если мы сейчас смотрим на то, что происходит в январе 2021 года, когда цены по долгосрочным контрактам «Газпрома» значительно ниже, чем спотовые, тем самым набирается материал для подачи встречного иска. Это одно соображение, и поскольку после того, как «Газпром» не стал подавать апелляцию, он заявил, что будет подготавливать собственное дело, понятно, что это не первый случай, и рано или поздно юристы «Газпрома» за это дело возьмутся более основательно. Раз уж мы сегодня касались истории со строительством Ямал-Европы, то здесь есть еще один замечательный момент. Не понимаю, почему о нем вслух никто не говорит, а в общем-то можно было. После того, как Ямал-Европа был введен в строй, разумеется, Польша рассчитывала получать определенную прибыль за прокачку газа за свои транзитные услуги. Но по соглашению о создании компании «Европол-Газ» для того, чтобы компенсировать инвестиции, сделанные «Газпромом» в строительство этого газопровода, Польша получала, или если точнее не Польша, а вот та самая компания «Европол-Газ СА», там аббревиатурка еще такая есть, $5 миллионов в год. Ну, с чем будем сравнивать? Ну, давайте возьмем за пример Польшу. Не Польшу, а Украину. Вот в прошлом году через ее газотранспортную систему было прокачано 65 миллиардов кубометров российского газа. Украина на этом заработала $3 миллиарда. Понятно, что это в 2 раза больше, чем по Ямал-Европе. Но $5 миллионов и $3 миллиарда. Но тут прям совершенно несопоставимо. Не состыковывалось. То есть, на самом деле, за годы, минувшие с момента введения в строй газопровода Ямал-Европа, я думаю, «Газпром» не просто компенсировал строительство газопровода, инвестиции свои, но сделал это далеко не один раз. А если учесть, что 48% акций компании «Европол-Газ» принадлежат «Газпрому», то даже из тех 5 миллионов, которые получала Польша, «Газпром» свое все-таки забирал назад. Не забывал, да. Так что можно относиться по-разному. Можно относиться философски. «Газпром» махнул рукой, потому что и так уже денег было с Польши получено более чем достаточно. А можно, на самом деле, поскольку это бизнес, а в бизнесе каких-то там снисхождений и прочего не бывает, я думаю, что дело утыкается в то, что сейчас юристы «Газпрома» готовят иск, связанный с тем, что есть периоды времени, когда цены «Газпрома» значительно ниже, чем спотовые цены на газовых рынках Европы, соответственно, «Газпром» недополучает прибыль. Почему бы это не быть основанием для иска все в те же европейские суды, раз уж прецедент имеется? Польша смогла доказать, что она понесла убытки в связи с тем, что «Газпромовские» цены были выше спотовых. Значит, это работает. Теперь будем работать в обратную сторону. Замечательно. Еще неизвестно, куда это отыграется. Вот. И да, хронологически мы добрались до того времени, когда на свет появился проект
того, что мы сейчас называем Северным потоком-1. Хронологически мы дошли до того периода, когда было принято решение строительства прямого магистрального газопровода «Голубой поток». Это минуя территории всех транзитных государств через Черное море из России в Турцию. Если вам, уважаемые зрители и слушатели, это будет интересно, мы Отдельно пройдемся по данному сюжету. с учетом того, что появление Северного потока первого вызвало появление новых магистральных газопроводов, которые строили компании «Винтерсхал» и «Газпром», мы поэтапно подходим к той картине магистральных газопроводов на территории Германии, на территории Европы, которые контролируют, в той или иной степени контролирует «Газпром», особенно с учетом того, что совместным предприятиям компании «Винтерсхал» и «Газпром» принадлежит еще несколько подземных хранилищ газа, не только «Реден», о котором я говорил в предыдущей передаче. Их больше. Меньше не станет. Да, немного резюмируя тему, хотелось бы объявить, что мы по просьбам зрителей все-таки запустили Telegram. Даже без анонса туда уже начали подписываться люди, ссылочка будет в шапке. Желающие как-то поучаствовать в жизни канала, поработать модераторами, там, порисовать картинки, понабирать перебивки для наших роликов, могут подключаться, написать в Telegram, ссылочка будет в описании ролика. Я выговорился. Может быть, меня как человека старорежимного кто-нибудь тоже сможет убедить, что Telegram нужен, важен и полезен. Пока я этого, если честно, не понимаю. Ну, будем смотреть. Так что welcome. На этом все. Спасибо, что вы с нами. Спасибо за внимание. До новых встреч.